Вы никогда не замечали, что у вас в голове есть какая-то информация, происхождение которой вы не можете идентифицировать? Например, вы не были в архивных источниках или библиотеке, но уверены, что Наполеон был коротышкой, Иван Грозный кровопийцей, а в Африке живут бедные люди, потому что у них кроме бананов ничего нету. Или в последнее время вы стали более толерантны к лицам нетрадиционных предпочтений, немножко осуждая тех, кто против парада любви? Взрослеете, господа. Как нас программируют и помогают думать правильные вещи? Сегодня будем разбираться. Подписывайтесь на мой канал. Поехали! Манипуляция сознанием – это способ воздействия на людей, который осуществляется скрытно с целью изменения способа мышления или мнения. Более подробно этот феномен изучал в том числе российский ученый Сергей Георгиевич Карамурза. Подмена понятий, о которой мы сегодня поговорим, это лишь один из немногих способов манипуляции сознанием. Это вариант пресловутых двойных стандартов. Заключается он в использовании эвфемизмов, то есть положительных или нейтральных смягчающих определений для обозначения негативных действий и наоборот. Примером может быть орвелловский новояз, когда в обиход вводятся новые, непривычные для человека слова, в принципе не несущие смысловой нагрузки. Мысли древних на проверку. Анксоц, думай на новоязе. Возникнут трудности, обращайся к 10-му словарю новояза. В свое время больших успехов на этом поприще добились пропагандисты Третьего рейха. С целью снижения негативного восприятия пыток, убийств, мародерств и геноцида, проводимых в рамках госполитики, нацисты использовали многочисленные эвфемизмы. Например, гестапо не арестовывало граждан, а подвергало их предварительному заключению. Солдаты СС не грабили имущество, а брали их под надежную охрану. При этом самих евреев в концлагерях не травили газом и не убивали, а просто приводили к окончательному решению или применяли к ним специальное обращение. Подменой понятий часто любят баловаться и в рамках партийной борьбы. Например, партия Гитлера называлась Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Это им помогло на первых порах завоевать огромную симпатию со стороны рабочего класса. И именно из-за такого названия в ходе Великой Отечественной войны советскому пропагандистскому аппарату приходилось называть немецких захватчиков фашистами во избежание ненужных аналогий, что в свою очередь приводило в легкое удивление самих нацистов, когда они попадали в плен и оказывались фашистами. В действующих политических спектаклях прием подмены также широко используется. Например, когда в какой-нибудь далекой Южной или Центральной Америке очередной диктатор является и попирателем демократии, и ее светочем. Все зависит от политического момента и поставленных целей театральным режиссером. К примеру, если военные силы вашей страны летят бомбить очередное государство, это может быть не агрессией, а миротворческой миссией. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью, как металл. У человека на подсознательном уровне формируется отношение к какому-то определенному понятию или явлению. И если поменять название этого понятия, изменить на другое, то, соответственно, поменяется и отношение. Например, если убийца звучит жутковато и кровожадно, то киллер более-менее респектабельно. Или проституткой быть не очень солидно. А вот про путану пел песню даже один народный артист. В нашей социальной иерархии инструмент подмены также может быть применим в зависимости от контекста или направленности. Например, если посмотреть на нас сверху, то мы челядь, ну куда уж деваться. А если снизу, то бомон, сивупле. Это просто раньше небылицы слагали, что народ одной общностью жить умел. ТВ-шоу, политики и журналисты также не гнушаются использовать приемы подмены. А допускаете ли вы, что вам придется забирать власть в России революционным путем? А что такое революционный путь, расскажите мне? Это насильственное свержение власти. Ну, а вот Советский Союз распался революционным путем или эволюционным? Там было насильственное свержение власти? Или она сама развалилась? Ну, она сама развалилась. Она сама развалилась.
Чаще всего она сама разваливается. Украина – это насильственное свержение власти? Нет. Подменой можно также внести новое понятие или немножко откорректировать действительность. Например, вводится понятие «самозанятые», и вуаля, безработных уже меньше, потому что все они работают. Каждый, кто участвовал в разработке или написании нормативных документов или правовых актов, хорошо знаком с этими фокусами и знает, как важны понятия и определения. Казалось бы, докторская колбаса – вещь в себе, но важно не название, а определение, которое сидит в соответствующем стандарте. Создаваемая когда-то как диетический продукт, сегодня докторская колбаса стала предметом массового уничтожения, но название-то осталось прежним, а народу об этом сообщить забыли. Еще один способ подмены – это замена неудобного факта или предмета, когда прямо в ходе дискуссии вставляется какой-то новый удобный факт, и акценты обсуждения перемещаются. То есть меняется не смысл самого понятия, а сам предмет обсуждения. Когда или нет, он помог ему уйти от следствия и покинуть территорию России? Он помог сделать так, что травля на моего отца была закончена. Любой исторический процесс – это всегда сложное переплетение различных событий и фактов. И тут уже над чем расставишь акценты, туда общественное мнение и поведешь. Казалось бы, великие завоевания, открытие Америки, ну подвиг же совершили, новые территории осваивали, государства создавали, например, США, а индейцы, а геноцид их. Об этом история умалчивает, потому что акценты расставлены совсем на другое. Политкорректность как феномен может рассматриваться с точки зрения технологии окна Овертона, когда одно понятие меняется на другое с целью вызвать у общества более позитивное отношение, например, к геям. Наглядный пример – это когда большинство отказывается от понятия «папа» и «мама» в пользу меньшинства, употребляя непонятные «родитель 1» и «родитель 2». Число вообще имеет магическое влияние на подсознание. Если кто-то оперирует числами, то кажется, информация 100% верна. А если их приводит какой-то эксперт, но вряд ли кто-то из нас с вами пойдет их перепроверять. Но и тут засада. Уже не раз было доказано 3 вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. И вот эта вот средняя температура по палате, она уже реально стала притчей во языцах. Как говорится, если я ем мясо, а вы капусту, то в среднем мы едим голубцы. Манипулировать цифрами, кстати, очень удобно. Особенно если приводить их не в абсолютных величинах, а в относительных, например, в процентах. Вам нравится президент Зеленский? Да, 40%. Вам нравится курс, которым движется Украина? Нет. Подавляющее большинство. Из чего мы делаем вывод, что украинцы не соотносят Зеленского как истинного руководителя Украины. Или, например, ситуация с сегодняшним коронавирусом. Если смотреть на количество смертности в абсолютных величинах, действительно цифры ужасающие. А если посмотреть на относительные, а особенно в сравнении с другими болезнями, а если еще посчитать смертность за предыдущий год по итогам 2020-го, то флер ужаса как-то снижается. Если вы обладаете хорошим знанием обсуждаемого предмета, не принимаете скоропалительных решений, оставляете себе право на подумать или имеете критическое мышление, навряд ли вы станете жертвой манипуляторов. Читайте больше, задавайте правильные вопросы и подписывайтесь на мой канал. Но мы же сейчас не на телевидении, можно сказать правду. Это правда. Нет, это неправда. Это правда. Это неправда. Все одно. Вы меня при всем